Привет, дорогие! Сезон слив еще не закончился. Испекем-ка с вами сливовый пирог. Нам понадобится 1 200-граммовая пачка масла. Отделим от нее 150 грамм. Масло порежем кубиком. В 350 грамм муки всыпаем 130 грамм сахарной пудры, 1 чайную ложку ванильного сахара, 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо все смешаем с мукой. Порезанное кубиками масло хорошо растираем с мукой до состояния крошки. Отлично будет, если есть добавить 4 столовых ложки коньяка. Коньяк придаст тесту приятный аромат и рассыпчатость. Вы можете не переживать, во время термической обработки алкоголь испарится и точно никто не опьянеет. Еще нам понадобится 2 яйца. Замешиваем тесто. Если тесто после вмешивания всей муки будет липнуть к рукам, просто притрусите немного мукой и домесите. Должно получиться мягенькое, нежное и не липнущее к рукам тесто. Оставим наше тесто отдохнуть и займемся сливами. Сливу можно брать абсолютно любую. У меня есть сладкая угорка. Заранее из слив нужно удалить косточки. В сотейник отправляем оставшиеся от пачки 50 грамм сливочного масла. Растапливаем и всыпаем 100 грамм сахара. Я взяла 100 грамм сахара на 600 грамм сладкой сливы. Если у вас слива кисловатая, сахара возьмите больше. Помешиваем на медленном огне, доводим до красивого карамельного цвета. Присоединяем сливы. Если любите, добавьте корицы по вкусу. У меня пол чайной ложки. Если вам нравится, можете совсем капельку добавить молотой гвоздики и кардамона. У нас полсемьи любят, а пол не любят, поэтому я сегодня добавлять не буду. Дадим сливе пустить сок. Доводим вот до такого состояния и снимаем с огня. У меня форма со скошенными бортиками, поэтому я не хочу возиться, пытаясь выложить полоской из пекарской бумаги. Просто смажу края сливочным маслом. Делим тесто на 2 части. Из одной формируем длинную колбаску, такой длины, чтобы можно было выложить по диаметру формы. Из колбаски формируем бортики, немного стягивая тесто на дно формы. Выкладываем сливы, набирая как получится, но оставшийся сок в сковороде вливать в пирог не нужно. Его можно вымакать хлебушком с чайком. Сливы присыпаем 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Остатки теста распластываем руками, формируя круг, подходящий по диаметру к форме для выпечки. Накрываем сливы. Защипываем и загибаем края теста. Отправляем в заранее разогретую духовку. Я выпекаю при 190 градусах на режиме конвекции около 30 минут. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Почему я накрываю тестом сверху? Потому что если такое количество слив выложить на тесто, то, во-первых, увеличивается время выпекания пирога. Во-вторых, очень сложно определить готовность. В-третьих, мне абсолютно не нравится полулипкая масса под сливами, потому что сколько вы не выпекаете, дно все равно будет переувлажнено. А так, когда сверху, получается хорошее пропекшееся тесто.
Проверяем тесто на готовность шпажкой и оставляем остывать. Я пройдусь на всякий случай ножом между пирогом и краями формы, так как не использовала пергаментную бумагу. Ну что ж, меня торопят разрезать недоостывший пирог. Хотите, можете присыпать сверху сахарной пудрой или кокосовой стружкой, но совершенно не обязательно. Тесто пропеклось просто замечательно. Начинка немного растеклась, потому что пирог резали теплым. И если дать полностью остыть, начинка благодаря крахмалу застынет лучше. Оставайтесь с нами, у нас всегда вкусно, а ваш дом пусть всегда будет полной чашей. Благословений вам, дорогие!